Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Что скрывает ваше будущее именно в августе? Что уйдет, а что придет взамен? И есть у нас поворотные моменты в августе месяце за счет коридора затмений, который у нас начинается, кстати, с новолуния. И вот мы именно с этого ракурса с вами рассмотрим. Новолуние – это всегда новые энергии. Так вот, новолуние у нас совпадает с солнечным затмением в знаке Зодиака Лев. А закончится коридор лунным затмением. И это полнолуние 28 августа в Рыбах. Если мы говорим с вами о 12 числе, о новолунии, то нам это открывает новый жизненный цикл, самовыражение и новых смыслов. А полнолуние, наоборот, то, что было скрыто когда-то или долгое время, может быть, мы и сами не видели, не придавали чему-то значения, то это теперь выходит наружу и настаивает на том, чтобы мы как высвободили эту энергию. И это, конечно, всегда прошлое. Вот такая вторая половина месяца, но все то, что складывается в первую, и то, что сопутствует, другие планетарные транзиты делают для нас поистину месяц, август, удивительным месяцем, потому что здесь еще, мои дорогие тельцы, с 3 числа Хирон в вашем знаке Зодиака, и это чувство собственного достоинства, забота в первую очередь и о теле, и о финансах. Вообще это ставит вопрос о вашей, лично вашей какой-то ценности. Ну и в сочетании с другими энергиями, а конкретно именно солнечным затмением, мы как высвечиваем, или вот период нам такой дает больше понимания, как две уязвимости, профессиональная и где-то личная жизнь. Поэтому вполне допускаю, что и то, и другое будет для вас важно, и вполне вероятно, какие-то вопросы будут и решены, или, по крайней мере, полнолуние, если мы говорим, это ясность какая-то наступает, и стало быть, ясность наступит, но и такая перезагрузка, потому что, безусловно, солнечное затмение для нас как какую-то дверь открывает. Судьбоносность момента нам, смотрите, вам точнее выпадает крест, и крест – это то, что по судьбе. Я должна сказать, что сами по себе энергии августа нас призывают не спешить. У вас спокойное течение жизни, все идет так, как надо. И вообще месяц август не говорит о том, что мы куда-то чересчур торопимся. Но давайте узнаем, что же там за события. Солнце. А тут и правда удивительно. Новолуние в знаке Льва и одновременно солнечное затмение для вас открывает, как я говорила, 6-месячный новый цикл. То есть то, что прежде было, оно уже может так отходить на второй план. Может вас как-то и не очень интересовать и цеплять. Вот посмотрите, вам сама судьба, словно солнце открывает и дорогу к благополучию. Когда выпадает, вы слышите, кто часто смотрит мои расклады, когда голубь выпал, я всегда говорю, даже если начинается что-то наперекосяк, все равно потом все закончится благополучно. Значит, тут действительно сама судьба выравнивает вам какую-то тропинку, дорожку, как правильно пойти по ней или как правильно поступить. Для кого-то из вас, посмотрите, лебедь, любовь, чувство, верность, эмпатия, мои дорогие. Личная жизнь. Солнце, конечно, будет обрисовывать не только аспекты работы, хотя по Солнцу это именно достижения наши, да, и они, конечно, могут иметь разный характер. У кого-то это может быть связано с домом, поскольку тут личная жизнь, и у вас именно такие планеты сейчас, которые вот вы как в центре внимания, потому как, ну, где-то и Хирон в вашем знаке Зодиака, и у нас, в принципе, с 23 числа еще и Солнце в Деве, это время земных энергий, ну, вы должны сказать, еще и планета Венера 7 числа, она уже обоснуется в знаке Весы, а Весы, как и вы, это имеют планету-управитель Венера, то есть Венера чувствует себя в Весах как дома. Она, по сути, дома и дома находится. И, значит, для вас это тоже добрые энергии, как это говорится. Может быть, провести какие-то сложные беседы, согласования. Вот для вас и дипломатия, и гармония, наверное, весь август месяц, ну, даже судя по раскладу в пасьянсе, это, правда, время добрых энергий. Или каких-то прежних вопросов запутанных, когда вы сможете явно прояснить.
Вот ясность какая-то, и, кстати, я не исключаю, что и тайна какая-то у вас тоже к концу месяца как-то может проясниться. И у вас выпадает, я напомню, мы можем соединять то, что выпало в крайних рядах по горизонтали и по вертикали, мы можем соединять. И у вас выпадает узел, прочная связь, есть какая-то прочная связь, которую, ну, вы не отменяете. Более того, бокал. Бокал – это гости. Либо вы кому-то в гости, либо к вам кто-то в гости будет спешить. Я такое тоже не исключаю. Какие-то важные, стало быть, встречи будут. Будьте к этому готовы. Смотрим, что еще совпало. Давайте переверну лебедя. Оставим. Пусть мои дорогие тельцы будут счастливы. А ведь и правда, тут что-то интересное. Любовь, флирт, страсть, хорошее настроение. Вот что приносит вам август. И не вижу больше совпадений, поэтому давайте пойдем с вами дальше. Какие-то вопросы прояснятся. Что-то нам говорит Плутон в Торе, да? А Плутон у нас в ретро-движении. Все-таки мы не можем не учитывать такие два планетарных события, тоже важных, как ретро-движение Плутона. И это до середины октября. Ретро – это всегда какая-то прошлая история. Но и точно так же ретро-Сатурн аж до 11 декабря. То есть не все вопросы будут решены. Будем реалистами. Что-то до середины осени, а что-то до конца года. Итак, что скрывает август? Вот какие вот темы, которыми вам придется заниматься, а вы сейчас даже не предполагаете, вы этого не видите, не знаете, но и где-то и не думаете об этом. И что же уйдет, мы говорим, если все же лунное затмение, полнолуние, это вот именно какая-то прежняя история, которая должна быть прояснена, может быть пересмотрена, может быть и трансформирована. А что придет взамен? Что же будет продолжаться на последующий период? В чем ваша сила? Где-то и в чем ваша удача, фортуна, мои дорогие? В чем вы получаете поддержку высших сил? Ну и последующая карта, последняя. А что будет для вас внезапно? Вот это неожиданности, которые могут встретиться на пути в течение августа. Может быть, это кто, как мы говорим, или что появится неожиданно. Итак, что скрывает для тельцов август? Здрасте, приехали, да? Ну, я надеюсь, понимаете мой сленг. Ну, кто ожидал этой карты? Ну, правда, гляньте, тут у вас выпала такая красота. Редко бывает такое. Но по пятерке кубков, что выпало, то выпало. Что скрывает август? Что-то не нравится тельцам. Тут, знаете, вроде бы так все и неплохо, но ведь это всегда разочарование. И я тогда должна сказать, скорее всего, тут будет связано с какой-то прежней историей. Но по пятерке кубков это не то, что так. Вдруг, откуда ни возьмись. Чаще всего это что-то прежде. Либо мы этого не видели, либо мы, ну, где-то себя уговорили. А вы люди добрые, могли себя уговорить. Или какое-то есть разочарование. Ну, в чем будет вот эта вот тайна, да, что скрывает август. Давайте достанем дополнительные карты, чтобы понять, с чем это связано. Ну, скорее всего, это будет та ситуация, которую телец хорошо знает, с ней хорошо знаком. И именно разочарование, вот какой-то выбор. Ну, раз разочарование, стало быть и выбор. Стоит что-то продолжать или нет. Или это дело, или это какая-то тема. Как долго еще продлится? Ого! И, конечно, здесь могут быть темы, если мы говорим именно о вашем знаке зодиака, вопросы дома, жилья, территорий. Но это то, что олицетворяет ваш знак зодиака. Или мы попроще скажем место проживания. И не просто, да, где я нахожусь, а именно организация все-таки по императору или документальное подтверждение. Какие-то документы, да, вот когда мы подтверждаем наше место проживания, или когда мы какие-то договоры правильные, может быть, заключаем, когда это прописано именно в бумагах, а мы спим спокойно, потому что закон тогда в отношении нас как бережет, да, вот у вас согласования какие-то важные. Но я не исключаю у кого-то такой император. Император имеется в виду человек. И это бывает в наших семьях, когда отец, например, или кто-то более старший. Но я не исключаю, что, мои дорогие девочки, это могут быть мужчины. Пусть ваш даже любимый мужчина, муж, да,
но вот может действовать как генерал на параде, командует, командир в первую очередь. И вот полярные две карты. С одной стороны, рыцарь жезлов будет говорить о том, что ну, какие-то такие страстные энергии, да, а с другой стороны, двойка мечей. А я не верю. Я тут вижу либо документальный вопрос, который связан с домом, с организацией, хотя я допускаю, что у кого-то это будет связано с работой. Что-то именно по работе не идет, именно так, как хочет телец. Но, может быть, это на начало месяца, вот что скрывает август. И в последующем что-то будет меняться, и это будет связано не с вашими желаниями. К примеру, меняются приказы какие-то на работе, меняется руководство, кстати, это тоже не исключаю. А всегда новая метла, мы говорим, по-новому метет. Но сама по себе организация жизни вашей будет меняться. И вот где-то нам об этом говорят. Может быть, я не исключаю, вот эта новая организация, она не нравится тельцу. Вы более стабильные люди. А с элементом новизны то, что к нам приходит, оно нами еще как, ну, не отшлифовано. Оно еще не обкатано, да, многократно. Мы к этому не привыкли, мы еще не адаптировались. А тут придется, скорее всего, себя организовывать в каком-то новом ключе. Ага, так оно ж того стоит. 2 солнца, мои дорогие. Вам тут придется решать какую-то задачу, которая у вас действительно балансирует. Но я бы сказала, на уровне чувств и какой-то объективной реальности. И если мы говорим чувства, все-таки кубки, да, ну, правда, не нравится. Но хотел телец что-то по-другому, а вышло не так, вышло как-то иначе. Или если вы задумывали, будьте готовы, что скрывает август. Тут какая-то перемена у вас идет. Перемена, которая может быть связана у кого-то с законами, с обстоятельствами, которые вокруг вас. Дважды нам об этом говорят. Но точно так же это могут быть перемены в жизни людей. Может быть, были какие-то третьи факторы, вы об этом можете не знать. Какие-то были условности, которых вы тоже могли не знать и не видеть, и даже не предполагать. У человека что-то меняется, поэтому это как-то затрагивает вас. Или то, что вот мы говорим, объективная какая-то реальность, так это вообще обстановка какая-то меняется. Но опять-таки вторично это оказывает влияние на вас. Но для вас-то это более чем благо. Для вас действительно последующий период, будьте внимательны, 6 месяцев как минимум. А я часто говорю по этой карте 6-8, потому что иногда вот эти отголоски, ну или какое-то дело, тема, оно продолжается еще пару месяцев после 6, да, чтобы что-то довести до ума. И поэтому вполне вероятно, вы будете заниматься каким-то вопросом, который именно всплывет у вас, ну или будет наиболее актуальным в августе месяце. Да нечего мне тут добавить. Так вот именно фортуна в отношении вас и работает. Вам вполне вероятно придется куда-то или быстро собраться поехать, или вы получите какую-то новость, и вам придется быстро действовать. Будьте готовы всегда с колесом фортуны, вам придется и корректировать собственные планы. Может быть, именно это где-то ставит вас в тупик, вам не нравится, а здесь у кого-то из вас и другая перезагрузка. Ну, даже, может быть, если вы предполагали какие-то внести изменения по части финансов, по части вашей работы. Но, видимо, сама судьба как-то и ваши планы ломает тоже. Будьте готовы к этому. Опять же, почему быть готовым? А вам тут что-то не нравится. А у вас фортуна и солнце, посмотрите. Еще и император. Да, тут нужно организовывать собственную жизнь, но в каком-то новом ключе. Ага. Так оно дважды, трижды то стоит. Для вас может август быть тем моментом, когда вы определитесь сразу же в нескольких, может быть, таких траекториях, которые вы будете продолжать на последующий период, и это будет касаться, ну, тут, наверное, все вместе, личная жизнь или вопросы проживания. И если мы говорим профессиональный какой-то ваш интерес, ну, тогда это с позиции конкретного финансового эквивалента. Не просто так абстрактно что-то, а именно все-таки сколько денег. И здесь было 3 пентакля, а по тройке пентаклей это иногда у нас работа в команде. Я не исключаю, у кого-то новый проект, у кого-то новая должность, у кого-то, может, и должность не новый проект, ну или работа уже знакомая, да, вы профессионал, тогда там тоже что-то будет меняться. Вокруг вас может меняться окружение, будьте к этому готовы, потому что
Тройка – это именно какая-то команда. Это тот, как круг лиц, с которыми вы будете контактировать наиболее часто. И здесь вот в этом перемены. У кого-то коллеги по работе поменялись, ну кто знает. А кто-то, и я такое тоже не исключаю, все-таки рыцарь жезлов иногда свидетельствует о том, что нам срочно нужно в какую-то поездку собраться. И, может быть, на какой-то период вот эта общность, она тоже меняется, да, кто нас окружает. Но иногда по тройке пентаклей мы говорим об экзамене жизни. Кто-то, может, буквально вынужден будет получать какие-то сертификаты, документы. И для этого, возможно, какие-то курсы надо пройти. Или какое-то время все-таки император может говорить и о регламенте, когда нам нужно что-то, ну как подождать, да. Пока будет готова бумага, документ, иногда четкие сроки будут, будьте к этому тоже готовы. Но и для кого-то это будет говорить еще все-таки о новых позициях, планах на будущее. И тут, знаете, как была тройка, а стала десятка. Тут какая-то прогрессия математическая или, ну, может быть, и геометрическая, то есть что-то очень быстро по финансам может тут у вас решаться. И это то, чего вы не видите, да? Вот вы посмотрите, как полярно. Сидит себе телец, а я часто говорю по этой карте, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Это то, что хорошо знакомо. Да мы уже там были, да все мы там уже видели. Все нам уже понятно. Но не случайно же выпала эта карта. То есть то, к чему вы вот так относились, каким-то образом переворачивается, может быть, дополняется или новыми персонажами, или персонажи старые, но мнение у них поменялось, или планы у них поменялись, ну или еще что-то там, не знаю, поменялось, какие-то третьи факторы, как я говорила. И здесь у вас как лихо закручивается какой-то судьбоносный сюжет. Очень интересно, что уйдет. По рыцарю мечей вы какую-то правду узнаете. Правда, мои дорогие тельцы, вы можете что-то прояснить к концу месяца. Все-таки, а вот что уйдет? Девятка мечей, карта искаженного восприятия. Да пусть идет. Куда? Сюда положу. Пусть идет. Тут, вы знаете, правда, у вас и собственное какое-то, может быть, по поводу конкретного человека, или по поводу события, или предстоящих событий. Вы тут что-то себе надумали. Здесь что уйдет? Здесь какая-то будет либо новость, либо важный разговор, либо активное действие какое-то, когда именно вы куда-то едете, что-то узнаете, как проясняется что-то. И вот, может быть, это прояснение как раз и помогает вам избавиться вот от этой темноты и внутренних страхов. Ведь это карта внутреннего страха. И здесь вы будете корректировать планы на будущее. Именно на будущее. Вы можете где-то словно задержаться, или, может, так обстоятельства сложатся, вы будете пересматривать именно что-то по датам, я больше вижу, да, но даты как какая-то траектория по времени. Собирались поехать на один срок, может быть, придется или раньше, или наоборот позже задержаться, или когда придется, ну, какие-то дополнительные, опять же, с пересмотром планов, это будет сделать необходимо, но это как будто кратковременное. Кто-то может поехать, вернуться и еще раз поехать. Ну, я так предполагаю. Тут ведь, знаете, в августе вот все может быть. Но здесь уходит еще, знаете, по четверке пентаклей это, конечно, наш якорь. Может быть, именно этот якорь будет вам давать такие эмоции, что я себя не чувствую уверенно в чем-то. Я словно, ну вот, вроде бы и переживать-то не за что, да, но внутреннее такое состояние будет вам говорить. Вот, кстати, у кого-то, как переход, смотрите, четверка пентаклей и шестерка пентаклей. Здесь как-то так складываются события, что, правда, лихо закручивается какой-то сюжет, и он будет связан тоже с деньгами или с каким-то оформлением. Мы ведь говорим помощь высших сил. Но, видимо, как-то будет тот момент X, который от вас потребует принять, вот опять же, объективную реальность или просчитать свои собственные шансы, от чего-то не отказаться, хоть мы смотрим на то, что уйдет. Потому что тут будут уходить те энергии, которые, вот я к чему говорю. Вы пока действительно чего-то не видите. Вот вам может даже где-то на протяжении августа что-то не нравится. А нам говорят, тут
ты потом себя поблагодаришь, телец, за то, что ты вот как-то правильно совсем, вот тем, что нам выпало, и мы говорили, ты правильно провзаимодействовал. Тут ведь нам четко дали понять, что-то неожиданно, вообще все не нравится, все это какое-то непонятно что, или я не верю никому. Вот поэтому и на выборе. Поэтому а надо ли или не надо? А вообще это мне нужно или это какая-то белиберда? Вот такие мысли где-то, ну или близко к тому могут быть. А нам говорят, а ты ведь уже не видишь, у тебя за этим вот как раз какие-то добрые перемены, и ну, они скрываются. А потом пройдет какое-то время, и ты себя поблагодаришь, потому что тебе это будет полезно, тебе это будет выгодно, тебе от этого будет хорошо, телец, потому что тут выравнивается, возможно, как и ситуация по личной жизни, ну и по финансам, понимаете? А это потом уйдет. Так а что придет взамен? Новый жизненный цикл. Вот это как раз может быть и где-то в районе 12 плюс-минус пару дней. А я бы сказала, скорее с 12 до конца месяца. У вас вторая половина августа, вот этот коридор затмений для вас прояснит что-то. Я не скажу на 100%, потому что по нулевому аркану еще путаница есть. Более того, нам нужно быть как-то осторожными, потому как мы всегда рискуем, да. Мы вот действительно где-то не были, или если были, думаем, а нам все тут известно. Нет, даже знакомая местность, она уже какие-то тайны тоже может хранить, поэтому будьте внимательны. Знакомые люди, казалось бы, да, а в их, может быть, жизни что-то меняется, о чем вы не ведаете, а вот это как-то накладывает такой отпечаток на человека, и он с вами по-другому общается. Стало быть, какие-то новые горизонты, новый жизненный цикл. Но по этому аркану у нас как будто и вдохновение, желание путешествовать, желание вообще видеть мир, желание идти вперед. Это оптимизм, безусловно, по этой карте. А вот смотрите, что придет взамен. Тут какая-то спорная ситуация. 7 мечей. Давайте я еще достану дополнительную. Потому что мы говорим 7 мечей, карта вора. Да? Давайте я сложу вот все эти карты, которые дополнительные. Я думаю, тельцы запомнили, что у вас тут солнышко на кону. Посмотрим, что вам выпадет еще. Давайте, чтобы они не повторились, я вот так вот их распределю по колоде с разных сторон. Пока распределяю, буду говорить. Так вот, 7 мечей мы с вами говорим, что карта вора. Или, ну, хотя это не прописано, но тем не менее, как сарафанное радио, вот бытует же такое. И поэтому, значит, нужно быть как-то очень внимательным вам в этот период, может быть, к паролям аккаунтов, к вашим сумочкам, кошелькам, может быть, к тому, что вы будете подписывать какие-то бумаги. Но я должна сказать, ведь это может быть еще и как забрать свое. И это в первую очередь, даже не во вторую, потому что, обратите внимание, в 7 мечей, а забирает человек только 5. 2 как будто лисе принадлежат. Поэтому и есть смысл такой, мы должны забрать свое. Словно лиса и молодой человек расходятся, но каждый как будто свое и забрал. Может быть, с учетом нулевого аркана. А это что придет? То, что именно по праву принадлежало вам. Ну, или будем говорить так. То, что, знаете, как мы говорим по судьбе, оно вас буквально находит. Вот с чем это связано? Что же это придет? Выбор, опять же, карта влюбленная. У кого-то вопросы личной жизни. И именно по части личной жизни будут такие скорые, стремительные новости, когда вам придется, возможно, посещать какие-то конторы, инстанции. Да, у кого-то будет постепенно продвигаться, а может быть и не постепенно. Ну, знаете, это как такой толчок дает новость определенная или сведения, когда вам нужно уже будет действовать. Но это ведет к тому, 4 жезлов. Это не просто праздник, а это праздник после победы, но мы часто называем эту карту именно как вся семья в сборе, когда именно вопросы дома. Очень часто по тузу Пентаклей это какая-то важная бумага, документ, согласование, подписание там, да, этой бумаги. Ну, какой-то может быть и контракт, потому что это всегда шанс, это всегда возможность. Но и еще и денежная какая-то история, которая как будто имеет новое начало. Или какой-то, может быть, нюанс, когда вот все-таки один пентакль, да, возможность есть, но какой-то период жизни, если мы говорим, да, а что придет взамен,
Здесь как экономия денег все-таки, я такого не исключаю. Может быть экономия денег в отношении конкретной персоны, королева жезлов. Может быть, вы вместе будете что-то, может быть, это какой-то ваш партнер по браку. Или это партнер, может быть, по проекту именно рабочему. Может быть, это тот человек, в принципе, который рожден под знаком зодиака Лев или Овен, или Стрелец, или имеет там асцендент, и какие-то, может быть, его желания. Даже если есть какое-то взаимодействие вот с подобным человеком, ну тогда все же вот вам нужно, мои дорогие тельцы, какую-то часть августа пройти более стабильно. Тут не совсем про траты на деньги, тут вам как будто, да, карта любящего человека. Вы знаете, тут вокруг вас может быть еще очень много разговоров. Две дамы, всегда это сплетни какие-то. А кому-то вы будете интересны, или, ну, правда, кто-то судачить будет, что придет взамен. Победа, мои дорогие. Тут не только праздник, тут и праздник после победы. Вот посмотрите, когда мы достаем поясняющие карты, совершенно другая палитра. Но значит, что-то начинается, то продолжение этой истории, оно совершенно не такое, как вы предполагали. Да тут все вообще не так, как вы предполагали. Телец тут себе мог что-то надумать. Да, я не говорю, что расслабился и плыви по течению. Нет, ни разу. Где тут? Тут не расслабишься. Тут нужно и руку на пульсе, и, ну, наверное, пройдите той дорожкой судьбы, которую судьба сама перед вами и открывает. Как будто вы бонусов получите больше. Но все-таки, если мы говорим о финансах, вот я тут вижу, что будьте как-то вот аккуратны. Может быть, у вас будет какая-то финансовая история, когда, ну, у кого-то проплаты могут совпадать, у кого-то, может быть, и помощь ваша кому-то. Может быть, это какая-то история, которая связана, ну, с какими-то нерешенными денежными вопросами. Поэтому, ну, вот это где-то, я не говорю, что мы тут с купердяями будем, да, все-таки карта жадины. Но, видимо, вот в этом есть какой-то смысл, особенно в августе, потому что следующее, посмотрите, дайте как будто пространству развернуться. Дайте себе денежек накопить, может быть, побольше. Дайте больше заработать, если так складывается, да, но если вы работаете именно. Но даже если вы не работаете, отпуск, вас все равно эта история не оставит. Либо какие-то звонки будут с работы, либо вы сами какой-то проект можете, ну, как вторичный заработок, к примеру, пробовать. Или уже для себя, ну, где-то эта мысль будет крутиться, вы не сможете абстрагироваться от этого. И дальше у нас восьмерка пентаклей. Это ведь после четверки, это как удвоенное количество, будем говорить. Но карта же нам говорит, ты как будто подзастрял, телец. Ты как будто про себя забыл. Забыл именно потому, что увлекся работой. Может быть, вам приходилось прежде много работать. Здесь, посмотрите, человек в богатых одеждах и явно много знает, потому что стопка книг уже прочитанная какая-то стоит рядом. Но теперь он перешел от знаний к практике. И вот этой практикой так увлекся, что вот у нас и паутина на этих пентаклях, которые он создал, ну и вот на стопке книг тоже. Мы как будто нам пора переходить на новый уровень профессионализма. Поэтому тут по работе, по деньгам будут какие-то темы, причем очень интересные. А по шестерке жезлов это ваша победа. Но две дамы у нас выпадают, две дамы и больше, как я уже сказала, это разговоры, это может быть сплетни. В целом, вот так вот, если мы говорим. Хотя у кого-то я не исключаю, что это какие-то разговоры, которые могут касаться вашего, ну, как ваши далекие родственники или ближайшие какие-то родственники. Ну, может быть, они и не вместе с вами. Много каких-то тем как бы общих. Может быть, эти темы касаются именно дома, да. И тогда, ну, как-то видят вас, мои дорогие тельцы, основную движущую силу, но в том числе и финансовую силу, которая способна помогать и, может быть, что-то продвигать. Вот, кстати, такой момент. И почему я на нем останавливаюсь? Потому что тогда семерка мечей нам будет говорить. Тебя кто-то будет, как вот что придет взамен. Тебя кто-то будет сбивать с твоих настроек. Вот вы, может быть, вам и так непросто, да, именно непросто, даже если сам месяц-то достаточно приятный. Но, может быть, вот определиться с чем-то вам будет сложно. Или принять какую-то данность, что да, это уже есть.
Нравится мне это, не нравится, но я вынуждена или вынуждена что-то пересмотреть. А не хочется этим заниматься. Но психологическое такое состояние у вас может быть непростое, по крайней мере, у кого-то. И именно в этот момент есть какие-то либо просьбы, либо какая-то вроде бы и известная ситуация. Мы можем и так прочитать эти карты, которые вас то и дело как к нулю какому-то сбрасывает. Тут ведь по этой карте тоже не оплошай, нам говорят, правда? То есть даже со стороны, может быть, такого ближайшего окружения тут какие-то хитрики, мои дорогие тельцы. Все-таки я не исключаю таковы карты, потому что в дураках буквально остаться тоже нельзя. Ладно, что будет продолжаться? Девятка жезлов – это когда, знаете, такое либо период одиночества, иногда одиночество вдвоем, когда мы долгое время чего-то не можем осуществить, или когда, знаете, может быть, и хотелось когда-то, а потом мы получили разочарование, и была длительная пауза. А вот что это такое? Мы все-таки спросили, что будет продолжаться. Нам говорят, что это какая-то ситуация, когда ты, телец, долгое время не мог либо действовать, не мог исправить что-то. Может быть, вынужден был проживать в каких-то ожиданиях. Вот теперь у тебя начинаются первые шаги. Но это будет продолжаться, эти первые шаги. С чем это связано? Или с кем? Но карта нам ведь говорит всегда, что ты накопил силу. Может быть, для кого-то из вас девятка жезлов будет говорить о том, что действительно время заняться собой. Но опять же туз пентаклей. Уже и разложила, и перемешала, и переложила. Ну, правда, какой-то шанс. Удивительный расклад. Хотят, уже ведь много раз перемешала на ваших глазах. А это какая-то фортуна. Кому-то фортуна может быть, ну так в целом, если мы говорим. Какое-то знакомство, может быть, я тоже не исключаю. И не обязательно про любовь. Хотя у кого-то и про любовь. Тут и по работе, тут и по документам, опять же, фортуна. То есть на смену какому-то долгому, ну как, долгой паузе жизненной, или долгому одиночеству, или долго не решалась какая-то тема или вопрос, идет либо это предложение, либо это новость. Но, как знаете, с мертвой точки это сдвигается, и колесо фортуны все ускоряет, а вам это прямо по судьбе. Смотрите, аркан справедливость. Вы от этого не уйдете. Кому-то придется правда. Ну, может быть, инстанции, юристы, адвокаты, вот что-то такое вы можете посещать. Какие-то важные разговоры вам придется сделать. Ну вот, кстати, если мы говорим забрать свое, ведь всегда причина и следствие. Поэтому по аркану справедливость, что будет продолжено, а вот то, что прямо по фортуне и по справедливости. Опять же, два старших аркана. Нам опять про деньги. Какая-то денежная история у вас может получить совершенно иной оборот. Мои дорогие, ну, уже больше не достаю. Вот интересно, ну, оно-то, в общем-то, по астрологическим, да, всем канонам, оно ведь тоже так. Хирон будет говорить, да, о том, что какая-то прежняя история, когда вы в чем-то себе отказывали. Ведь всегда Хирон – это как символ израненного целителя, мои дорогие. И пусть Хирон, он перешел пока ненадолго совершенно, на несколько месяцев, ваш знак зодиака, он потом уйдет и перейдет окончательно только в 2027 году в ваш знак, и он там останется аж на 7 лет. И я говорю, что если мы говорим израненного целителя, то мне хочется сказать, Хирон Тельце – это символ израненного ангела. Это какая-то тема, именно когда вы все свои силы, не считаясь самими собою, не считаясь со своими желаниями. Вы, может быть, много работали, вы кому-то много помогали, вы забыли именно о себе. Вы себя как будто обесточили, вот и последующие 7 лет вам придется заниматься непосредственно самими собой. И здесь будут и вопросы финансов. Деньги – один из способов взаимодействия с миром, а мы говорим уже Уран в вашем втором доме гороскопа, и это как раз про финансы. Поэтому финансовая тема на последующие 7 лет, вот уже от этого периода, можно сказать. Но здесь какие-то темы, как не случайно всплывают наружу или наоборот, тут как проясняется что-то, вам это по судьбе, по фортуне. В августе вам высшие силы помогают, мои дорогие. Как преодолеть, знаете, какое-то противостояние. Или преодолеть сложную финансовую ситуацию. Может быть, и с кем-то договориться, Венера в весах
безусловно, вы будете чувствовать себя более комфортно. Может быть, даже более комфортно, нежели в июле месяце. Но вот такие добрые энергии, и иногда по девятке пентаклей мы говорим, это заслуженный отдых. Да, эта карта иногда говорит об одиночестве. Почему? А нам хорошо. Нам где-то мы сами становимся такими, знаете, жесткими прагматиками. Может быть, и так сложится, ну, ради честности и правды должна сказать, может так сложиться тема, что придется где-то действительно тут и планы менять, и где-то успевать работать, ну, для тех, кто не в отпуске. А иногда эта карта говорит наоборот. Вот мы тут все же разные, правда? А у кого-то это совпадет именно с временем отдыха, но поступлением денег. Деньги как будто будут. Потому что все карты нам об этом. Так что же такое у вас будет еще продолжаться? Ну, вау. Ну, вообще, вот даже не знаю, что сказать. Еще аркан колесница. А это правда какие-то либо гости, перемещения, поездка, путешествие, либо к вам. А вообще это карта успеха, прорыва, да. И нам говорят, не оглядывайся назад. Тебе прям по судьбе тут сама судьба как карма в хорошем смысле. Сейчас как берет бразды правления над вами, и все то, что происходит в вашей жизни, не случайно. И пусть там у людей что-то меняется, но значит вот так высшие силы такой тропинкой судьбы вас ведут, чтобы вы потом увидели, ну, как какой-то очень красивый итог. И вы знаете, ведь это две карты скорости. И, кстати, по рыцарю мечей, что придет, мы говорим, уйдет точнее, да? И мы раскрыли, что же тут уходит и почему вот нужно не отказаться, потому как вы на какой-то момент августа можете еще не видеть того, что в последующем раскроется, а перед вами совершенно новое качество жизни. И не случайно у вас два солнца выпало. Ладно, в чем ваша сила? В чем высшие силы вас поддерживают, вам помогают? Вам помогают отказаться от страхов, от какого-то искаженного восприятия. Мы с вами говорили вот об этом. Как раз рыцарь мечей вспомнила, что то, что вы видите на какой-то момент, это не есть то, что будет, знаете, как долженствующим в течение долгого срока. В чем вы именно сильны? Здесь вот вам нужно словно снять вот эту повязку с глаз и понимать то, что вы предполагали. Это как, знаете, вот эта девушка смотрит вглубь себя. Ну, если мы начинаем самокопание, ох, мы как там накопать можем чего. Как углубимся, так попробуем обратно выбраться, да. Это как бездонный колодец с билетом в один конец. Вот вам помогают уйти от каких-то разочарований. И в чем вам еще вас поддерживают. Может быть, даже если вам нужно какой-то регламент соблюсти, дождаться каких-то документов, у тельца хватит терпения и сил. Потому что вот что-то у вас должно сложиться не просто в победу, а еще и в праздник после победы, и действительно решить какой-то вопрос, может быть, связанный с жильем, с домом, с отношениями, но еще и с финансами, вот опять же параллельно, да, потому что то, что разочаровывало прежде, то, что телец, может быть, очень долгое время, ну, как не получалось дождаться или не получалось какое-то согласование, бумагу получить. Или для себя определиться тоже по финансам, может быть, да, определиться с работой, то у вас в августе эта история выравнивается. Какие-то даже, я бы сказала, сложные, запутанные истории или сюжеты вашей жизни сейчас стремятся именно к финалу. Ну и что же там у вас внезапно? Какая-то новость. Новости детей, кстати, по пажу жезлов, может быть. Давайте узнаем, что внезапно. Какие события будут для вас неожиданны? С чем связаны? Ну, вот с детьми, у кого есть дети. Вот может такое проиграться. Причем это, знаете, это импульс ваше чадо, может быть, и взрослое. Я решил, допустим, делать так. Ну, может быть, или у меня там какой-то возможность там по работе, да, ну или что-то такое. Потому что тут эмоциональный подъем такой, знаете, энергия огненная, соответственно, солнечному затмению. Что внезапно. А кто-то будет просить деньги, кстати. Туз мечей. У кого-то из вас будет тема финансов. Вот смотрите, как у вас все. Вот у нас выпадали тут карты. Я говорила, что будет какая-то история, либо сплетни, либо что-то вот такое.
И вот глядя вот на это, смотрите, уже мы достали много карт, это последняя позиция. Вот у вас все хорошо. А я тут вижу, вас как будто кто-то будет тянуть назад. Или что-то, или кто-то будет пытаться, чтобы вот как вас вернуть, мои дорогие. А вы, может быть, в течение нескольких дней, тут у вас так закрутится, вы как переключитесь, или сами, или вообще ваше внимание, оно как в другой стороне будет. Может быть, это даже то, что вас вдохновит, или правда у кого-то, может быть, в личной жизни, или вопросы какие-то, пусть это будет согласование, инстанции, да, какие-то офисы, учреждения, официальные лица, но тогда вы с головой идете в этот вопрос. И вот кто-то вас как будто пытается именно из-за денег, я вижу из-за денег, вернуть или пытаться с вами наладить какой-то контакт. И будет вам что-то рассказывать, будьте к этому готовы. Какую-то свою запутанную историю. Запутанную историю, когда вам будет очень сложно даже понять, а чего от меня хотели. Может быть, перед вами один, потом второй. Вот, кстати, кто знает, по Луне. Это, правда, иногда бывают близкие, может быть, далекие родственники. Может, значит, прилететь какая-то новость, которая даже от именно родственников, далеких, может быть, каких-то, которые вас пытаются переключить совершенно в другую плоскость. Причем вам что-то наговорят такое, знаете, разношерстное. Может быть, это и не один человек, а несколько. Вот и нам карта говорит. Вот что внезапно. Тебе вот на какую-то путаницу, телец, не надо отвечать. Тебе вот именно в августе нужно заниматься самим собой. Ну или самой собой. Тут правда, как знаете, может быть, это для вас как проверка на прочность. Вот всякая ерунда какая-то вот у вас повыпадала, но туз мечей. Туз мечей – это острие. Это то, от чего мы отказываемся вообще-то, да? Это то, что завершается. Поэтому у тебя как будто завершается какой-то период. Но вот есть что-то или кто-то из прошлого, который к вам буквально обращается, как будто есть повод, или человек выдумывает этот повод, либо любопытно там человеку. По Луне это что-то запутанное. И вам тут правды не скажут, а вас именно как будто хотят, знаете, ну вот, кстати, я не исключаю. Здесь может быть и такой момент, когда кто-то захочет словно ложку дегтя в вашу бочку с медом кинуть. Будьте к этому готовы. Все-таки мы внезапно. И поэтому карта говорит, вот тебе придется, скорее всего, чего-то или кому-то отказать, или, может быть, согласиться, но не на 100%, как там ходит. А тут и непонятно, что хочет. Тут вот именно что-то от вас хотят. Но или сами не знают, чего хотят, или хотят конкретно денег, будут просить больше, телец даст меньше. Вот, ну, так вот, если уже буквально. И это будет правильно, потому что 4 мечей нам четко говорит, подожди, приведи сначала мысли в порядок, потому что тут какая-то у тебя белиберда. С чем это, с кем это связано? А это с чем-то с вашим. Королева Пентаклей, ваша карта. Здесь будет... А что это такое? Будет какая-то новость, которая, правда, носит какую-то сумятицу. И она будет исходить от конкретного человека, но это тот человек, который вас подводил, мои дорогие. Это тот человек, который вам, кстати, может создавать в течение внезапно. Может быть, в течение августа будет такая персона в вашей жизни, когда вам, ну, некоторую путаницу все время будет вносить. Будьте к этому готовы. И вот четче не скажешь. 5 жезлов – это всегда, знаете, утром один план, вечером другой. Ну, может быть, такое у вас в жизни будет складываться, но у нас здесь как будто вы выпадаете, а еще впереди 8 жезлов. Может быть, так обстоятельства складываются, но все то, что выпало до такого момента, здесь, может быть, знаете, как внезапно перестраивать, может быть, даже в течение одного дня вам придется как свои маршруты, да, собирались в одну контору, а придется ехать в другое учреждение. Собирались встретиться с одним человеком, накануне позвонит человек, или утром он звонит и говорит, а я сегодня не могу, и вы будете тут на ходу что-то перестраивать. Но я тут вижу еще и третьи какие-то силы, третьи лица, которые еще вам добавляют вот этой какой-то сумятицы. И, видимо, вам как-то придется научиться в этом плавать. Кто знает, может быть, именно это где-то вам тоже не нравится, а тем не менее.
Те дороги, которые открывает перед вами судьба, они значительно важнее, более емкие, более приятные. Поэтому, значит, и пройти этой дорожкой судьбы точно, мои дорогие, есть смысл. Я бы прошла, по крайней мере, из любопытства. Я, конечно, шучу, перекладывайте, мои дорогие, любимые тельцы, на себя. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии. Я всегда читаю, не всегда, правда, отвечаю, надеюсь на понимание. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте, и гороскоп на август, он уже опубликован, ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.